Как вы думаете, существует ли напиток, употребив который, человек теряет способность противостоять убеждению других людей? Вы, наверное, удивитесь, он не только существует, но и продается на каждом углу. Научное название этого напитка – 1,3,7-триметилоксантин. Обычным людям он известен под названием кофеин, и употребить его можно в виде кофе или другого напитка с содержанием кофеина. Однако только корпорация Starbucks имеет более 9000 кафе в 38 странах мира. Правда, мы сомневаемся, что ее председателю Говарду Шульцу когда-нибудь приходило в голову, что напитки, которые он сделал доступными на каждом углу и в каждом торговом центре, могут быть потенциальным инструментом убеждения. Мы все слышали. И многие из нас испытывали на себе, что кофеин заставляет нас чувствовать себя бодрее. Но как он может сделать наши слова более убедительными? Ответить на этот вопрос взялись исследовательница Перл Мартин и ее коллеги. Собрав людей и поделив их на две группы, первой группе они дали выпить обычный апельсиновый сок, а второй группе в сок добавили кофеина, примерно столько, сколько содержится в 2 чашках эспрессо. Вскоре после сока все участники прочитали ряд сообщений, содержащих очень веские аргументы в пользу определенной позиции по спорному вопросу. Те, кто до чтения сообщения получил напиток с кофеином, оказались на 35% более убежденными этими аргументами, чем те, кто выпил сок без кофеина. Означает ли это, что в обеденный перерыв вы можете дойти до ближайшего кафе и продать Бруклинский мост одному из постоянных посетителей? Вряд ли, потому что во втором исследовании, где аргументы были невескими, результат практически не отличался. Итак, что нам это дает? Если у вас есть веские аргументы при спорном вопросе, не спешите их предъявлять, а лучше угостите своего оппонента чашечкой вкусного кофе или напитком с содержанием кофеина. Тем самым вы повысите свои шансы убедить оппонента примерно на 35%, а это очень много для такой мелочи. Приведу пару примеров. Вы хотите купить подержанный автомобиль, у вас есть веские аргументы, почему вам должны уступить, а возможно наоборот, вы продавец и у вас есть аргументы, почему цена такая высокая. Предложите обсудить цену за чашечкой кофе. Еще один пример. Скажем, у вас есть презентация по поводу продаж. Вы хотите провести ее для нового клиента. Всегда учитывайте время суток. Лучшим временем является раннее утро, когда клиенты выпили утренний кофе, и вы точно повысите шансы на успех. Но самое главное, всегда задумывайтесь над тем, когда вас приглашают выпить чашечку кофе перед важным разговором по спорному вопросу. И запомни, не знающие, как вынудить людей сказать «да», обычно терпят неудачи. Знающие процветают. Роберт Чальдини.